Всех приветствую. Ну что ж, ФРС вчера поднял ключевую ставку, биткоин на этом подрос. И можно сказать, вчера мы увидели просто мастер-класс, как можно поднимать ключевую ставку, и при этом рынки чувствуют позитив. А все за счет того, как грамотно и как красиво они умеют просто болтать. Поднятие ставки было сразу на 75 базисных пунктов, до 2,5%. В принципе, рынок этого и ожидал. И за счет того, что не произошло еще хуже, чем то, что произошло, на рынок просто ворвался позитив. Как заявил Джером Пауэлл, в последние месяцы наблюдался устойчивый рост рабочих мест и низкий уровень безработицы. Инфляция остается такой же высокой, отражая дисбаланс спроса и предложения, связанный с пандемией, высокими ценами на продовольствие и энергоносители с широким ценовым давлением. Но вспомнить, что происходило всего лишь месяц назад, когда также повысили ставку на 75 базисных пунктов, и тогда небольшой позитив и рост рынка был основан на том, что была сказана одна лишь фраза, что подъем на 75 этих базисных пунктов не будет постоянным. Но прошел месяц, долбанули плюс 75, и все теперь только этому рады, потому что могло быть еще хуже, могли сразу на процент поднять. И вчера Джером Пауэлл, которого вы видите сейчас на экране, заявил, что возможно мы поднимем и на процент. Но это будет всего лишь один раз. Опять накормил обещаниями, опять всем сообщил, что будем ужесточать, но не так, как могли бы. И на этом позитив ворвался в чат, как говорится. На этой неделе еще есть важные события, и сегодня в четверг в 15:30 будет информация по ВВП за второй квартал. В пятницу 29 июля также в 15:30 выйдет информация по базовому ценовому индексу. Ну и не забываем про экспирацию фьючерсов, которая бывает каждый месяц в последнюю пятницу месяца. А 29 число как раз таким и является. Также хочу порекомендовать вам платформу для автоматизации криптотрейдинга BitsGap. Она создана для получения прибыли от волатильности криптовалют. BitsGap поддерживает 15 крупнейших и наиболее популярных криптобиржи. Главной, но не единственной особенностью этой торговой платформы являются боты. Автоматизированные алгоритмы совершают микротрейды круглосуточно 24/7 вне зависимости от состояния рынка. В среднем выходит около 100 тысяч трейдов. Недавно на платформе появился новый продукт DCA Bot. Он предназначен для торговли по техническим сигналам на восходящих, падающих или боковых рынках с использованием стратегии усреднения. Уровни усредняющих покупок могут определяться на основе сигналов различных технических индикаторов, что естественно повышает их эффективность и оптимальность. BitsGap в первую очередь подойдет тем, кто не имеет большого опыта в трейдинге. Именно для новичков на платформе есть возможность потренироваться на демо-аккаунте, не рискуя своими собственными деньгами. Регистрируйтесь по ссылке в описании и получите целых 7 дней бесплатного использования данной платформы. Вообще июль в этом году у нас самый классный месяц. Чуть хуже было только в феврале. Сейчас у нас рост почти плюс 16%. Да, можно сказать, это немного после такого дикого падения, но это все равно ощутимо. И чуть далее посмотрим график биткоина, там есть перспективы и на дальнейший рост. Но перед этим два показателя, две метрики, на которые мы обращаем внимание. Это у нас нереализованные профиты и потери. Совсем недавно мы вышли из зоны капитуляции. Приблизим эту зону, ненадолго вернулись и снова выскочили после вчерашних заявлений Пауэлла. Ну и как вы видите на истории, когда мы отсюда выходим, через небольшое количество времени рост также подтягивается и за этой метрикой. Вот и еще один индикатор Powell Multiply выскакивает из зоны, откуда у нас может состояться разворот. Поболтались, несколько ложных выходов, и сейчас намечается уже такой тренд, который может способствовать дальнейшему ценовому росту. Это, можно сказать, шестая ситуация за всю историю биткоина, и всякий раз после этого биткоин рос. Ну и давайте посмотрим на графике, что у нас сейчас обстоит в плане цены. На дневке видим продолжение явного роста, я имею в виду объемы. Объемы у нас прекрасно растут, структура тоже пока что радует. Отскочили от уровня поддержки в районе 20 тысяч и сейчас направляемся наверх. И вот это очень хороший, кстати, сигнал. Скользяшка 200-ка на дневке причем. Проторговались внизу, вроде бы ушли вниз, все расстроились, начали продавать в минус, но теперь мы снова закрылись выше, не то что даже этой скользящей средней, но и выше той негативной свечи. Сейчас важно закрепиться на этом уровне, и после этого уже будет хорошая перспектива на дальнейший рост. Давайте посмотрим поближе на 4 часах. И здесь, как мы видим, уже отскочили от 200-ки на этом таймфрейме.
на 4-часовике и пробили 50-ку. Все больше и больше подтверждений того, что все-таки дно мы не пойдем обновлять, но маленькая вероятность еще сохраняется. Почему такая вероятность еще есть? Все это из-за структуры младшего порядка. Есть вероятность, что вот это все движение будет у нас в рамках 4-й волны, и мы можем еще дорисовать одну волну, собрать все эти стопы тех, кто поверил уже в рост текущих, и только потом направиться вверх. В общем, у меня сейчас два варианта. Либо мы уже пошли наверх, либо с еще одним перелоем. Но так как я не хочу оставаться без позиции, как вы знаете, я уже начал добирать с начала июня. Вот здесь прикупил, вот здесь была покупка. И сейчас пока с тех пор я не покупал биткоин. На альткоинах, да, я там торгую, но биток у меня вот эти две последние покупки. Получается, я сейчас пока по инвесторской своей позиции в биткоине в небольшом минусе, но меня это не особо, как говорится, парит. Если мы сделаем перелой, я здесь еще закуплюсь, и уже, давайте на дневке покажу, вполне вероятно мы можем сходить на хороший такой рост, которого мы не видели уже с начала ноября 2021 года. Все падаем, падаем и падаем. В общем, по биткоину резюмируя, сейчас все неплохо, и вы гляньте только на эти объемы. Они же просто шикарные. Да, можно сказать, здесь все распродают, но ведь кто-то это покупает. Вряд ли киты будут сидеть весь этот падающий тренд и внизу решили такие: да хрен с ним, распродаемся. Нет, скорее всего, они-то здесь и закупаются. Уровни для этого просто великолепные. Да, можно ходить еще раз на перелой, вот вплоть до вот этого пика. Это будет вполне себе так не нарушать, не будет нарушать структуру. Это у нас в районе 15 тысяч, это вполне вероятно цепануть еще раз, не превышая, точнее не заходя за пик волны 1. И после этого уже направиться в следующий бычий булран. Ну давайте еще в конце видоса затронем парочку графиков других. Вот, например, индекс доллара, на падении которого у нас и чаще всего случаются эти булраны. И он у нас, как мы видим на дневке, пока идет в нисходящем таком движении. Давайте приблизим. Локально у нас здесь нисходящий тренд, да и глобальному пора уже разворачиваться. Но здесь есть такая же ситуация по структуре, что может быть здесь еще один заброс наверх. То есть вполне вероятно мы можем сейчас вот так заброситься и потом уже более круто и сильно полететь вниз, как раз таки и биткоин может это сделать параллельно с индексом доллара. Ну, либо падаем уже с текущих, поэтому я и начал уже закупаться битком, не дожидаясь серьезного перелоя. Потому что можно остаться вообще без позиции. Посмотрим еще доллар-рубль. Актив, конечно, так себе. Супер манипулируемый. Вы взгляните только на вот эти объемы. То есть вот до сюда еще можно было как-то строить объективные структуры, но начиная с марта курс просто остался без объемов. Курс рубля у нас полностью манипулируемый. Хотят его задирают, хотят опускают. Но даже в этом случае просматривается небольшая структура. И здесь она выглядит как вот завершенный импульс. И здесь у нас восходящий заходной импульс. И сейчас мы находимся в откате. Если это волна 1 и мы находимся сейчас в волне 2, то целевая зона это район 77, 83, где-то вот в этом районе и может быть цель роста рубля, курса рубля по отношению к доллару, если мы будем развивать здесь третью волну. Вполне вероятно, мы можем здесь еще продолжить коррекционное движение, после этого только начать рост, но без пробития вот этого лоя, который у нас сформировалось 22 июня. Ну, либо когда здесь у нас, 21-22, ну вот вы поняли. Также есть вариант, что мы уже здесь скорректировались и сейчас пойдем выше. На этом сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачной торговли и счастливо!